ездящий под окнами по одному и тому же маршруту трамвая. Мы одинокий мужчина средних лет, и нашим проводником мира является радиоприемник, который рассказывает, что происходит в нашем огромном мегаполисе. И скоро этот мир начнет катиться тузик в грелку, но не будем торопиться. Одно можно сейчас сказать точно, что уже месяц не было ни единого луча солнца, ведь все небо закрыли неприступные густые облака, и сколько это будет продолжаться, неизвестно. Квартира напоминает советское жилище, и это почти правильно. Все происходит в Польше. Везде завалено пустыми бутылками, исписанной бумагой и кучей ненужного барахла, что дает понять о том, что мы, возможно, играем за человека жизненным кризисом, и писк, исходящий от радио, просит нас к нему подойти. Отмечается 45-й день интенсивной облачности на небе. Ученые советуют оставаться в помещении и не оставлять окна открытыми, так как воздух с улицы может негативно сказаться на легких. Мы все еще не знаем причину загрязнения воздуха в городе, но нужные люди работают над этой проблемой. На данный момент все, что мы можем сделать, это сохранять спокойствие и использовать время, проведенное в помещении, чтобы позаботиться о самых близких нам людях. На данный момент самое близкое, что у меня есть, это растение в углу комнаты. Благодаря имеющейся у нас аппаратуре мы можем подслушивать приватный канал организации, и вещи, которые там говорят, мы не должны были никогда знать. Произошло очередное столкновение на одном из закрытых участков завода. Двое наших человек получили ранения, степень травмы легкая и не угроза для жизни. Но 5 работников завода подверглись опасности, а один получил смертельную травму. Запрашиваем в помощь 2 аварийных поезда для ликвидации биологической опасности, связанной с последствиями инцидента. Мы не можем определить тип опасности, с которой имеем дело. Подходите к месту происшествия с осторожностью. Я проголодался. Пришло время поужинать. Прекрасная реакция на происшествие в городе, и теперь наша ближайшая цель — это пропитание. Приготовлю остатки пельменей. И из ниоткуда появившаяся кастрюля с пельменями начала вариться. Готово. Сейчас нужно еще послушать, что говорят по радио. Я не хочу пропустить ничего интересного. Съев пельмени, мы решаем снова включить приватную частоту и подслушать разговор. Надеюсь, из-за этого проблем не будет. Доклады второго сектора шахтерской скважины. Сегодня мы зафиксировали внезапное увеличение уровня неопознанной жидкости, заполняющей шахту. Схваченные в неожиданности некоторые члены экипажа вступили в контакт с веществом. Мы провели предварительную очистку и следовали последнему правилу процедуры. Они должны прибыть в медицинское отделение штаба на следующем прибывающем трамвае. Позаботьтесь о них. Также есть новые образцы супа, прибывающие тем же поездом. Они были взяты сегодня после внезапного подъема. Мне кажется, я видел, как его поверхность движется. Хотя я думаю... Хотелось бы надеяться, что это было только мое воображение. Сообщения с шахт с каждым днем становятся все более и более ужасными. Все это время мы подслушивали приватный канал так называемой церкви, и тут она играет роль власти в этом городе. А суп, о котором они говорили, является их неофициальным названием странной жидкости, найденной в центральной шахте. Ох, уже поздновато. Что за хуйня? Я не могу ничего через нее увидеть, там кромешная тьма. Неужели это одна из тех ненормальных вещей, о которых говорили церковники по радио? Нужно посмотреть, не сломана ли стена с другой стороны. Нам надо выйти в коридор, чтобы узнать, есть ли там такая же дырка. С этой стороны нет ничего такого. Уже очень поздно, и я устал. Завтра я что-нибудь придумаю. Эй, начальник, что вы тут делаете? Любуетесь стенками? Привет, Адам. Я был бы очень признателен, если бы вы не подкрадывались к людям, как сейчас. Конечно, конечно. Что-нибудь произошло или... Нет, не совсем. Тебе не о чем беспокоиться. Ну, раз вы так говорите, то ладно. Странный парень. Думаю, теперь я могу пойти спать.
В этом доме мы являемся своеобразным начальником, который был избран советом, и мы ответственны за порядок и правила этого места. Кажется, сегодня я не смогу ничего сделать с дырой. Можно будет попытаться обратиться к кому-нибудь завтра. Надеюсь, за ночь она не разрастется. Посреди ночи. Должно быть, что-то меня разбудило. Я должен узнать, что это было, иначе не смогу заново уснуть. Она все еще здесь. Вдалеке стоит неподвижный силуэт человека. Видимо, он и есть виновник нашего ночного пробуждения. Адам, что-то произошло? Лучше скажи ты. Я курил на балконе, а потом услышал, что с этой стороны здания что-то происходит. Пришел посмотреть, и, как вы видите, появились церковники. Церковь? Что они здесь делают? Даже не верится, они прибыли минут 30 назад. Их было очень много, все в хорошей экипировке и прочем дерьме. Затем жители начали выходить чертовски подозрительно, если хотите знать, что я думаю. Действительно, очень подозрительно. Снаружи так много людей, похоже, что весь дом там. Да, похоже на то. И все они помещены в поезда. Какое-то дерьмо должно быть случилось. Мне и вправду все это не нравится. Да, ни хрена себе. Интересно, о чем ты? Интересно, услышим ли мы об этом в новостях? Я так не думаю, но увидим завтра. Ну да. Вот так обернулись наши дела. Что-то происходит, а что именно, пока нам не ясно. Надеюсь, что смогу снова уснуть. День второй. Облака просто так не рассеются. Проблема, возникшая рядом с границей города. В связи с продолжающейся ситуацией в городе, многие люди решили покинуть его. Однако в последние дни это стало крайне затруднительно. Поезда и трамваи, выезжающие из города, переполнены, а инфраструктура просто не в состоянии справляться. Время ожидания стало невыносимо, а некоторые поезда не прибывают вообще. Тем, кто решил отправиться пешком, предстоит как минимум двухдневный поход до ближайшего города. Это нелегкое путешествие для тех, кто отправляется в него неподготовленным. Переполненные поезда или длительный пеший поход? Нет, спасибо. Сообщаем об одном смертельном случае. Рекомендации, которые мы получили, оказались недостаточными. Я понимаю, что их постоянно обновляют, но они нас подвели. Они не подготовили нас к произошедшему событию. Пожалуйста, обновите их как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейшую угрозу жизни для наших членов экипажа из-за этих ошибок, которых можно было избежать. С этого момента все обозначенные здания, в которых подтверждено, что осуществляется опасная деятельность, должны быть обязательно закрыты. Немедленно переселите всех несогласных жителей, пусть они заберут свои ценные вещи. Есть шанс, что им некуда будет возвращаться. Может ли моя квартира быть в зоне риска из-за штуки на кухне? Это не выглядит таким уж серьезным, но может мне стоит еще раз посмотреть на него.
Это действительно так серьезно? Он просто издает какой-то звук. Это не похоже на что-то такое, что требовало бы ликвидации всего здания. Я могу попытаться записать звук, чтобы определить, опасно это или нет. Просто нужно забрать кое-какие принадлежности из гостиной. Дыра не так проста, как мы думали до этого. По какой-то из причин она разрастается с каждым днем все больше, и нужно определить ее опасность, записав звуки, которые она издает. Не знаю, правда, как это нам поможет, но лучше попробовать, чем ничего. Мне понадобится вот это. Теперь возьмем диктофон. Вот он подойдет. Следует отнести эти вещи на кухню. Хорошо, почти все готово. Не хватает только кабеля. В моем рабочем кабинете через коридор должен быть такой же. Нам остается последний элемент, чтобы записать звуки непонятной дыры, образовавшейся у нас на кухне. Где именно лежит кабель среди такого беспорядка, непонятно. Полезная вещь, всегда пригодится. Терминал, используемый для доступа ко всем важным данным, связанным с управлением этого жилищного блока. Это большая честь иметь доступ к такой сложной и мощной машине. Мне бы не разрешили им пользоваться, если бы это не было связано с моей работой. Церковный трамвай здесь. Это не может означать что-то хорошее. Да, этого должно хватить. Я слышу незнакомые голоса, доносящиеся из коридора. Может быть, будет лучше просто переждать это дело здесь. Ой. Я представитель научного отдела церкви. Я полагаю, вы старше по этому дому? Да, это я. Здравствуйте. Хорошо, нам нужно взглянуть на записи терминала. Конечно, берите все, что вам нужно. Мы так и сделаем. Скажите, кто-нибудь из жильцов сообщил о чем-нибудь необычном, происходившем в последнее время вокруг здания? Сказать ей или держать это при себе? Если мы ей скажем, у нас, возможно, потом будут проблемы, как у главного по этому дому. Да, и это просто обычная дыра. Лучше ничего не говорить. Я ни о чем о таком не знаю. И не похоже, что жильцы сказали бы мне, если бы случилось что-то тревожное. О, разве не вы смотритель? Я получил эту должность не так давно, и местные жители мне пока не особо доверяют. О, я понимаю. Жаль. Больше работа для нас. Один из моих людей останется здесь, чтобы забрать данные с терминала. Мы вернемся через несколько дней, чтобы более тщательно обыскать все здание. Обязательно. Просто чтобы вы знали. Конечно. Спасибо, что предупредили. Церковь беседует с миссис и мистером Климак. Надеюсь, что ничего серьезного. Что-то случилось? Можете ли вы сообщить о чем-нибудь необычном? Что именно необычного вы ищете? Боюсь, я не могу поделиться с вами этой информацией. Если в ближайшем будущем вы столкнетесь с чем-то необычным, пожалуйста, свяжитесь с церковью напрямую. Конечно. Эй, начальник, я видел, как в офис вошла главная церковная дама. Вы не знаете, что здесь происходит на самом деле? Это просто обычный осмотр или... Извини, Адам, боюсь, сейчас я знаю не больше твоего. Облом. Я просто подожду и спрошу ее сам. Я уверен, что дыра в стене — это не так уж серьезно. Кабель нужно подключить к розетке. Сюда. Итак, все настроено и готово к записи. Нужно дать ему немного времени, чтобы записать звук. Я проголодался. Достану что-нибудь из холодильника.
Что у меня тут есть? Вчерашние бутерброды из кафетерия. Они стали довольно невкусными, но я не собираюсь позволить еде пропасть зря. Будет лучше, если я не буду заходить на кухню во время записи. Миссис Бэггер снова курит в коридоре. Почему здесь оказались церковники? Ты же главный, так что должен знать, да? К сожалению, нет. Я знаю только, что они хотели получить некоторые общие данные. И еще они спросили, все ли здесь в порядке. В порядке? Как что-либо сейчас может быть в порядке? Они хотя бы сказали тебе, как долго все это будет продолжаться? Боюсь, они и сами этого не знают. Вы все чертовски бесполезны. Как управляющий вы должны требовать от них информацию. Ты в долгу перед жителями, которыми должен руководить. На этом все. Овца. Зря мы к ней подошли, только настроение портить. Лучше вернуться и послушать, что передают по радио. Пешка на А6, пешка с 2D на 4D. Конь с H8 на F6. Они играют в шахматы по радио. Не хочу это слушать. Я всегда могу дополнить свой блокнот новыми разработками, чтобы скоротать время. Но перед этим я предлагаю освежить нам память и прочесть, что написано в этом блокноте. Переезд выявил некоторое любопытное оборудование, требующее ремонта, которое привлекло мое внимание. Я подготовил список необходимых деталей, которые нужно купить. Предыдущий управляющий оставил офис в руинах. Для совета поместья необходимо уладить все документы до следующего заседания. Я не знаю, успею ли я сделать это вовремя. Я представлял себе, что эта работа будет подразумевать гораздо большую работу с терминалом, чем с людьми. Мне также не удалось встретиться с предыдущим надзирателем. Он быстро ушел в отставку без всякого уведомления, и совет, похоже, не может связаться с ним по сей день. Апрель 1983 год. Купить газету. На сегодняшнем заседании совета поместья обсуждалась какая-то авария на шахтах. Мне нужно пойти и купить газету, потому что, видимо, слишком много моего внимания было отвлечено недавними ремонтными работами. Мне удалось прочитать несколько газет, описывающих эту аварию. Похоже, это самое обсуждаемое событие в городе. Все это выглядит очень сомнительным, и до сих пор нет официального отчета, который бы описывал ситуацию более подробно. Люди говорят, что церковь слишком вовлечена в инцидент и скрывает большую часть информации. Интересно, правдивы ли эти слухи? У меня есть идея, как получить больше информации об аварии. Церковь использует специальный передатчик и скрытую частоту для конфиденциальной связи. Я думаю, что смогу придумать, как сконструировать приемник, совместимый с моим оборудованием. Мне удалось выяснить конструкцию передатчика, и я на 90% уверен, что он будет работать. К сожалению, я не могу проверить его прямо сейчас, так как, похоже, в такую позднюю ночь нет движения. Приемник работает. Я пока не получу никакой важной или значимой информации, но, возможно, будет хорошая идея начать расшифровывать то, что я слышу с этого момента. До сих пор эта мысль мне не приходила в голову, но разве то, что я сейчас делаю, вообще законно? Вероятно, нет. Май 1983 года. В квартиру номер 24 въезжает новый арендатор. С того, что мне сказали, это должен быть какой-то молодой парень студенческого возраста. Надеюсь, они доставят много хлопот здесь. Поскольку большинство персонала заболело, мне придется заняться уборкой этой квартиры самостоятельно. У меня нет на это времени. Гора документов продолжает накапливаться, но единственное, о чем я думаю, это радио. Мне удалось услышать несколько разговоров о зоне добычи, которая была затоплена в апреле. Похоже, что церковь неофициально называют эту жидкость супом. Это звучит иначе, чем то, что описывалось в газете. Некоторые церковники даже сравнивают эту жидкость с загустевшей кровью. Я пролил кофе на блокнот, потому что один из жильцов решил напугать меня дверным звонком. Они даже жаловались на то, что меня нет в офисе в рабочее время. К счастью, мне удалось быстро разобраться с катастрофой. Не так много моих записей было потеряно. Сегодня они обсуждали карантин на фабриках. Подводя итог тому, что мне удалось услышать, это очень плохо. Если кого-то не выписали в течение первой недели, то, по-видимому, у него мало шансов покинуть карантин. Ситуация кажется очень серьезной, но я не знаю подробностей. Я знаю только то, что это как-то связано с супом. С чем именно, понятия не имею. Мне действительно интересно, какова точная статистика. Сколько жителей этого дома не вернутся сюда обратно. Сейчас можно дополнить блокнот новыми записями. Это займет некоторое время.
Запись звука уже должна быть готова. Записав все, что происходило эти 2 дня, мы направились к кухне, к темной дыре. Давайте посмотрим. Это нужно убрать как можно скорее. Нельзя терять времени, я не хочу, чтобы кровь засохла. Какой бардак. Неужели я действительно потерял так много крови? Почти готово. Звуки исчезли. Мне нужно смыть эту кровь. Красный цвет не сходит. Я не знаю, что это такое, но я не чувствую никакой боли. Одежда в пятнах крови. Я лучше постираю это сейчас, а то пятно не сойдет. Облегчите работу персонала по поддержанию безопасности. Первое. Сотрудничайте с сотрудниками церкви. Обычная брошюра. Что на этот раз? Мистер Гнида, что ему надо прямо сейчас? Да, что-то случилось? Мистер Гнида, что-то произошло? Да, есть одна проблема. Свет в конце коридора. Он не работает, и когда его включаешь, появляются искры. Борщика здесь нет, вы можете это починить? Вы не можете просто не включать его, пока не появится уборщик? Нет! Искры могут привести к возгоранию, это было бы плохо. Это ваша работа, решать здешние проблемы. Да, я починю. Просто дайте мне минутку. Хорошо. Мне нужно
прикрыть руку, если я хочу выйти в коридор. Шкафчики моей ванны должны быть биты. Надеюсь, что этого будет достаточно. Здравствуйте, мистер Климак. Доброе утро. Это был мистер Гнида у вашей двери. Я 100 лет не видел этого парня. Да, это был он. Я пытался постучать в его дверь, но он никогда не открывает. Он сам не свой с тех пор, как месяц назад его уволили с завода. Ну что ж, может быть, со временем он придет в себя. Квартира жуткого старика. От него у меня мурашки по коже. И что это за шум исходит из его квартиры? Да, я думаю, он был сильно поврежден. У меня в кабинете есть инструменты. Да, теперь чинить фонарь безумному старику. Повреждение кабеля, похоже, не такое уж серьезное. Небольшого исправления должно быть достаточно, чтобы все было как прежде. Теперь посмотрим, не повредилась ли сама лампа. У нас некоторое время назад закончились лампочки, а доставку так и не получили. В чем ваша проблема? Мистер Гнида, это было совершенно неуместно. Хорошая повязка. Просто хотел посмотреть. Смотреть что? Что случилось с вашей рукой? Это вас не касается. Мне надо идти. Увидимся в аду. Эй, начальник, я немного подслушал ваш разговор. Что это был за жуткий старик? Я на самом деле не знаю. Я думаю, что его психическое здоровье ухудшается, и нынешняя ситуация в городе, вероятно, не даст пользы. Я не видел, чтобы этот мужик выходил из своей квартиры с тех пор, как он вернулся. Даже чтобы купить поесть что-нибудь в кафетерии или что-то еще. Думаю, приятно знать, что он жив. Мистер Гнида вас не беспокоит? Если шум слишком мешает, я, возможно, смогу поговорить с ним об этом. Шум? Какой шум? Этот парень мертв именно в той степени, в какой я думал, что он мертв. Я думаю, в его квартире воняет, если подойти слишком близко к двери. Но вы не услышите от меня никаких жалоб на шум. Хорошо. Мне это больше не нужно. Мы получили тревожное сообщение об ужасном инциденте, происходившем на улице Булонской. Подробностей нет, но, по-видимому, в этом районе произошло довольно кровавое несчастье. Это же моя улица. Я должен выйти на балкон и посмотреть.
Миссис Бэггер стоит у раковины. Она выглядит расстроенной. Миссис Бэггер, что-то случилось? Что это было? Землетрясение? Что происходит? Мне кажется, улица перед зданием вся в трещинах. Ах, боже, почему это все происходит? Никто на самом деле не знает, но сейчас все проходят через это. Ой, заткнись нахрен! Ты всего лишь подобие управляющего. Я не могу понять, почему из всех кандидатов правление выбрало именно тебя. Ты заботишься только об этом своем механизме, а не о жителях. Почему же ты тогда не пошел работать на завод, а? Это слишком далеко. Поездки на работу доставляют там слишком много хлопот? Вы, вероятно, тоже охотились за квартирой, чтобы отсидеться там на несколько дней, избегая всех остальных. Делить жилплощадь с местными жителями — это лишь твоего достоинства, да? Миссис Бэггер, пожалуйста, это действительно неуместно. Тебя не должно здесь быть. Просто свали нахер. Да, опять все повторилось. И зачем только подходить к ней? Зачем я вообще беспокоился? Повязку действительно становится неудобно носить. Стоит ее снять, потому что сегодня мне больше не хочется выходить наружу. После инцидента на улице Булонской мы получаем сообщения о небольших землетрясениях по всему городу. В районах заводов и шахт образовались трещины шириной до 1 метра. Из-за этих необычных происшествий трамвайное движение нарушено, и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении по городу. Да, я все равно никуда не поеду в таком состоянии. Парень никак не мог заткнуться, эти крики, я не мог понять, то ли ему больно, то ли он просто злился. К сожалению, мы не успели добраться туда до того, как он бросился на какого-то случайного пешехода. Сначала мы подумали, что он весь в крови, что, полагаю, отчасти было правдой. Но когда мы подошли ближе, то поняли, что это была не просто кровь. Все его тело было, красным, кроваво-красным. Мы отправили его в лабораторию, может быть, они поймут, что происходит. Дело в том, когда мои товарищи по команде задержали его, после контакта с ним на их открытой коже появились симптомы сильного раздражения. Я правда надеюсь, что это ничего не значит, но выглядело это не очень хорошо. С меня хватит. Я очень устал, и моя головная боль усиливается. Мне лучше принять какие-нибудь обезболивающие, пока это не переросло в настоящую мигрень. Землетрясение по всему городу. Новости не из лучших. Я надеюсь, что это поможет. Кто там стоит? Никого. Я не запер дверь. Дерьмо. Кто вообще мог сделать что-то подобное? Надеюсь, он не видел моей руки. С меня достаточно этого дня. Я просто хочу лечь спать. Теперь, когда я думаю об этом, может быть, лучше прикрыть дыру в стене на ночь. И я не хочу повторять то, что произошло сейчас. Стол будет подходящим по размерам для этого. Просто нужно все убрать. Заставив дырку столом, что является, как по мне, отличной идеей, мы движемся в сторону кровати, чтобы наконец отдохнуть от происходящего ужаса вокруг нас. Наконец. Очередной кошмар? Или... Я ничего не вижу. Представьте, что
Ваше лицо тает и опадает с каждым днем, но вы можете взять его в руки и слепить заново. Не могли бы вы сделать себе какое-нибудь новое, и сколько времени вам потребуется, чтобы устать повторять одно и то же каждый день? Через некоторое время ты перестаешь заботиться о том, есть ли там твое лицо или нет, а будет проще и не похоже, что это кого-то волнует. Что? Лучше нам вернуться в кровать. Отвратительно. Слезь с моей кровати. Это моя кровать, мое место для отдыха. Мы с тобой одно и то же, но находимся в разных интервалах времени. Я тебе не верю. Ты сам на себя это навлек. Откуда мне было знать, что все так закончится? Не волнуйся, добро пожаловать к твоей судьбе. Не сопротивляйся этому. Я никогда не хотел что-то подобного. Дело не в том, чего ты хочешь. Дело в том, что ты делаешь. Дело в том, что мир делает с тобой. Не сопротивляйся этому. Я буду. Я не согласен с этим разрушением. Сейчас ты мало что можешь сделать. Все будет хорошо. Это не больно. Ты не будешь одинок. Это, я думаю, ненормально. Миссис Климек стоит снаружи. Я не могу открыть дверь в таком виде. Я просто поговорю с ней через дверь. Управляющий, пожалуйста, откройте дверь. Я и не могу, просто скажите мне, что происходит. О, это Генри. Что бы я ни делал, он просто не просыпается. Он все еще дышит, но я не могу его разбудить. Телефонная линия все время занята, я просто не знаю, что мне делать. Мне очень жаль, миссис Климак. Боюсь, я не в состоянии, чтобы помочь. Я едва держусь на ногах. Но что мне теперь делать? Простите. Дыра изменилась.
Это еще одна группа людей, пострадавших в результате недавних массовых переселений, инициированных церковью. Хотя до сих пор их подозрительные действия держались в секрете, масштаб операции, охвативший весь город, не позволяет ситуации оставаться скрытой вечно. Как представители церкви, так и городской совет в настоящее время отказываются делать официальное заявление. Если кто-либо непосредственно пострадал или располагает какой-либо информацией, пожалуйста, свяжитесь с нами. Жители Гута Гробна заслуживают того, чтобы знать, что происходит. Мы приближаемся к зданию, о котором сообщил анонимный житель. Снова эта чертова улица. Мы сообщим обо всем, как работа будет выполнена. Вероятно, они охотятся за мной. Возможно, это к лучшему. Неужели так быстро? Это, вероятно, церковь. Вы уверены в своем выборе? Такой вопрос задает нам игра, и вероятно это был не лучший вариант развития событий, по которому все прошло. Возможно, стоило все рассказать представителю церкви, и может трагедии бы удалось избежать. Но мы же не в видеоигре, чтобы вернуться к тому ладно, блять, давайте вернемся. Да, вокруг происходит что-то ненормальное. Поподробней. В моей квартире есть... Пойдемте и посмотрите сами. Итак, церковники пришли в вашу квартиру. То, что они увидели, казалось, сильно встревожило их. Ты думаешь, это был правильный выбор сообщить им об этом? Было еще кое-что, что привлекло их внимание. Было обнаружено, что вы следили за их звуковыми каналами. Обычно вас бы за это арестовали. Но ваши технические навыки, по-видимому, были для них важнее. Вам поступило предложение, в котором не было варианта отказаться. Не то, чтобы это имело какое-то значение. Все произошло слишком быстро. Жрецы не были вовремя эвакуированы. И они были в самом центре всего происходящего. Обреченный. Вы были в безопасности в штаб-квартире церкви, когда это случилось. Не то, чтобы какие-то твои действия что-то бы изменили. Осталось только чувство вины. Это был правильный выбор.
В конце концов, наш выбор ни на что не влияет, катастрофа произойдет любой из концовок. Мы просто наблюдаем со стороны, слушаем радио, подглядываем с балкона, даже являясь по сути главным героем, как бы мы ни поступили, конец будет одинаков. Разница только в том, что в одной концовке мы выживаем. Если открыть PDF-файл, который шел вместе с этой игрой, помимо характеристики героев, там сказано, что эта игра является лишь прологом к основному проекту Funeralopolis, и продолжение делается прямо сейчас. Поэтому я не стану кидаться догадками, пытаясь объяснить все то, что на нас вывалил автор игры, хоть и есть некоторые теории. К счастью, на ютубе есть раздел комментариев, где вы можете написать все, что думаете. Ну и как классический ютубер скажу: ставьте лайки, подписывайтесь. А с вами был никто иной, как я. Всем пока.